Ну давай. Ну не понравился тебе первый девлог, и ты решил сделать негативное видео. Ну бывает. Ну давай. Нет! Да! Недавно вышел второй девлог, в котором Никита рассказал о обновлениях Привет Сосед 2 и о своих не вышедших проектах, которые были не связаны с Hello Neighbor. И как вы могли понять поначалу, я изменил свое мнение по поводу Hello Neighbor 3 в положительную сторону. И всем hello, вы на канале Алексей Че. И сегодня мы поговорим о карьере Никиты в сфере разработчика игр. Расскажу о его проектах и, конечно же, упомяну Hello Neighbor 3. Присаживайтесь поудобнее, а я начинаю. 1989 года, 30 июня, родился Никита Колесников. Он любил играть в видеоигры и мечтал их создавать. На дворе суровый 2008 год. Никита создает канал на YouTube, где публикует свои шакальные видео. Ну, что поделать, время такое было. Видео наснятые шакальные камеры, готы, музыкальные группы. В одной из них, кстати, участвовал Никита, где он... Стоп! Вы хотите сказать, что этот человек Никита? Да, я понимаю, сразу не поймешь, что это он 15 лет назад. Но если вы думаете, что я его с кем-то перепутал, то вот вам несколько фоток того же года. Ростовые куклы премиального качества. Купить от 30 тысяч... На них хотя бы качество лучше. Где-то в этот период Никита работал редактором журналов. В конце 2011 года он пришел куда? Правильно, он пришел в Dynamic Pixels на должность геймдизайнера, художника, аниматора. И в 2013 году он придумал свой первый игровой проект. И в августе 2015 года он выпустил видео про этот самый проект. И вы уже поняли, о каком проекте идет речь. Привет. Не ждал вас тут увидеть. Я геймдизайнер Dynamic Pixels. Но раз уж вы тут, расскажу о соседе. Позже у соседа появляется Kickstarter, на котором игра не собирает определенные суммы. Но зато у игры появляется издатель, который выделил деньги на саму игру. И однажды мне пришла идея о соседе. Игра без ограничений. Игра, в которой у вас нет промежуточных уровней. Есть лишь одна цель, и как вы ее достигнете, решать вам. Но передо мной стояла одна проблема. Мы занимались только мобильными играми. А это идея для новой игры. Так о чем игра? В 2020-м в Secret Neighbor с новым обновлением завезли и новое ARG. На сайте соседа через определенную ссылку в игре игрок мог найти файл, который был защищен специальным кодом, который мог бы найти игрок, разгадав один секрет в Secret Neighbor. Великий Greenhouse разгадал код от лаунчера к игре. Эта игра стала новым проектом Никиты под названием Hello Guest. Игра, которая была зашифрована в ARG, являлась просто прототипом, как и другие его проекты. Никита не доводил их до законченной игры, но об этом позже. Но Hello Guest перекочевал в Привет Сосед 2, и тем временем издатель Tiny Build выкупает Dynamic Pixels и перевозит их офис из Воронежа в Нидерланды, Хилверсум. Собственно, Никита и остальные были не против. В 2020 году на канале Tiny Build проводили стримы, посвященные старым версиям Привет Сосед, на которых был сам Колесников. И он говорил, что вторая часть будет во многом лучше, чем первая. Извините, а в чем был вопрос? Вопрос был от Аполло, и я объединил его с вопросом другого человека. Будет ли во второй части «Привет, сосед» продолжение событий из первой части? Не хочу говорить многого, но некоторые известные персонажи будут во второй части «Привет, сосед». Если честно, все это напоминает новые девлоги. Но надеюсь, Никита на этот раз не врет. После выхода Альфы 1.5 Никита покидает разработку Hello Neighbor 2 и начинает заниматься другими проектами. А в 2022 году Hello Neighbor 2 получает шквал негативной критики. И заслуженно. Ну а что за проекты начинает Никита? Аудиториум.
Цель игры – выжить и обучать своих студентов. Довольно необычная концепция игры, но идея игры как минимум забавная и прикольная. Интроверт. Такая же игра в стиле выживания. В ней вы должны управлять своими эмоциями в разговорах с людьми. Как бывший интроверт скажу, я испытывал тот же самый геймплей, что и в игре. Опять нестандартный геймплей для выживалок. Я не буду с тобой разговаривать ни о чем. Ссы меня просто, когда я прохожу мимо. Самое время. Этот проект мне понравился больше всего за счет своего, опять-таки, необычного геймплея и идей. На этот раз песочница, в которой вы должны предотвратить катастрофу с помощью некой машины времени и искусственного интеллекта, который повторяет ваши прошлые действия. Гигантский монстр. И переключаем. Первая игра про монстра, который захватил город, а вашей целью является покинуть город и при этом, чтобы вас не поймал монстр. А переключаем просто игра про ЖД-пути. Даже Никита ей внимания уделил меньше, чем другим. Но одним из таких проектов, как по мне, и являлось РБО. Ныне уже Hello Neighbor 3. РБО была мультиплеером, в которой было две команды – грабители и домовладельцы, которые сражались друг против друга. Подробнее я рассказал в этом видео. Но Никита отказался от идеи с мультиплеером и сделал первый девлог по третьей части. Он, конечно же, никому не понравился из-за того, что вторая часть была недоделана. Но во втором девлоге, а точнее 1.5, он прямо говорит, что обновления Hello Neighbor 2 не будет. И мне, возможно, кажется, но Никита может дать надежду на хорошее продолжение соседа. У Hello Neighbor 3 есть светлое будущее. И я уже прослушал музыку, которая должна быть в игре, и в этой музыке есть атмосфера первой части. Неужели сосед не умер? Узнаем в 2025 году. А сейчас я хочу поздравить вас с Новым годом. Поздравляю и, в общем, всего хорошего вам в этом году. Чтобы денег было дофига и в жизни все было хорошо. Ну и всем спасибо за просмотр. Переходите в наш Discord сервер по ссылке в описании и по другим ссылкам. Пишите в комментариях, чтобы попасть в следующее видео, ставьте лайки и всем goodbye. Ну все, вроде закончил. Ну Так, а это что такое? Ну давай. Нет. Ну давай.